В самом начале хочу сказать, смотрите, у нас розочку, фотографию я прикрепляла в сторис сегодня. Вы можете выйти ее заскринить еще раз или посмотреть. Вот я на нее сейчас смотрю, буду рисовать, так как я ее вижу, возможно, вариант будет от фотографии чуть-чуть отличаться. Ну, в зависимости от ракурса. Я просто не хочу с фотографии рисовать, раз уж у меня такая прекрасная натура. И первое, о чем нам надо с вами поговорить, это композиция. Роза значительно меньше моего листа, и мне, соответственно, надо ее максимально разместить, масштабировать под лист, в моем случае увеличить. Но я думаю, что у вас тоже бумага побольше, чем бутон розы, поэтому мы с вами ее увеличиваем. И первое, что я делаю, это я отмечаю ширину розы, за которую я не должна буду выйти. Потому что, ребят, как я всегда говорю на своих занятиях, как бы красиво вы ни рисовали, если у вас нарушена композиция, что-то куда-то завалено или наоборот не дорисовано в композиционном смысле, то можно дальше и не продолжать. Смысла в работе нет. Поэтому первое, что нам надо, разместить ваш объект, неважно, что вы рисуете, на листе бумаги. Я вот сейчас смотрю на розу, она у меня больше растянута вширь. Вертикальное дополнение, поддержка, это будет ножка, потому что композиция у меня вертикальная. Я отмечаю ее примерную высоту и ширину. Когда я рисую пионы, я кругами это делаю. Мне надо вместить цветок в круг. Ну, теоретически здесь тоже можно сделать какой-то овал, но роза одна, тут это не обязательно делать. Главное не вылезти. И вот смотрите, вот эти фрагменты у меня примерно равны. Снизу высота розы будет, как я уже говорила, поддержана ножкой вертикально. Вы пока готовьте вопросы, я сейчас, чтобы не отвлекаться, нарисую карандашом и отвечу на них. Итак, первое, с чего надо начать, понимание строения розы, она у нас немного как дулька такая вытянутая, вертикальная, и сверху уже у нее нарощены лепестки. И вот эту форму центральную, да, нам надо как-то обозначить. Мы рисуем нижнюю часть как чашку. Я пока это все очень примерно, я еще буду это обрисовывать. И смотрю на крупные фрагменты, у меня это 3 передних лепестка, начиная с лейвого. Он не доходит до максимальной высоты, то есть здесь у меня еще остается пространство. Рисую лепесток. Такой, как можно продлить, и получится капля воды, да, или какая-то капля жидкости. У меня она сверху, эта капля завернута, и мы здесь получаем волнистую линию, подворотик у розы. Я довольно сильно сейчас нажимаю на карандаш, вы стараетесь полегче. Сильно нажимаю, чтобы вам было видно. Там есть какой-то вот надрез, залом. Здесь, на этой части, тоже будет подворот, но я его пока не буду рисовать. Вдруг мне надо будет куда-то переместить этот лепесток. У меня уже 1000 деталей, да? Всегда в рисовании мы идем от крупного к частному. То есть сначала рисуем какие-то большие фрагменты, а потом уже прорисовываем детали. Сейчас можно прорисовать подробно лепесток какой-то один, а потом понять, что роза вообще не на месте сидит. Все придется стирать и перерисовывать. Рисую правый, да, закруглила правый бочок, вот как я его вижу. Поднимаю край лепестка вправо. И высота лепестков примерно одинаковая.
здесь будет подворот, а здесь будет загиб. Даже немного придется выйти за края того, что я нарисовала, но у меня и слева тоже я выйду. То есть вот эти у меня части будут симметричны. Эту симметрию я всегда выравниваю на глаз примерно. Намечаю подворот. Розу не видно, снизу много свободного места. Снизу много места, потому что здесь будет ножка. А розу не видно, я сейчас не могу ничего с этим поделать, потому что иначе будет очень далеко, а потом здесь еще будут краски лежать. Роза, хорошая фотография у меня в сторис. Можете выйти сейчас из эфира, ее заскринить и на нее смотреть на фотографию. Так, вот у меня такой изгиб, посмотрите, край розы идет, вот он справа, а вот этот заворот, он опускается ниже края. Там есть еще свой какой-то заворот, вот он отделяется. И теперь рисую переднюю часть, вот этот заворотик. Гуашью нет, вообще не то будет. Совершенно другая техника гуашью. Если гуашь разбавлять как акварель, можно попробовать, но опять же я вам не гарантирую качество рисунка. Итак, у меня две основные части сделаны. Теперь перехожу к центральному, самому крупному лепестку, который торчит у меня в середине. Он начинается где-то от вот этого сгиба вверх. Дальше и пошла волна. И пока оставляю, мне надо понять ширину. Наверное, где-то так. Вот этот у меня получился великоват. И ничего не поделаешь, придется его срезать. Сейчас должно все улечься. Так, теперь заворот на левом. Этот заворот больше развернут, он пошире, чем этот. Возвращаюсь к центральному, который у меня
не дорисован. И куда-то он туда уходит. Это еще один лепесток, который самый вот здесь вот дальний с этой стороны. В общем, тут и там еще какая-то юбочка торчит. Подворот, который здесь, отворот, отворот, подворот. Складка. Ее можно рисовать, можно не рисовать. Левая часть. Красивый лепесток, сразу он завернут, он сразу подворот у нас. Очень красиво прячется в розу и имеет свою внешнюю часть. И здесь невысокие остались лепесточки. От края вот этого лепестка идет в сторону линия, как-то мягко уходит волнами влево, и еще один подворот. Верхняя часть примерно равна у меня вот этой в моем ракурсе. Ну, как-то так, пошире, может быть. Роза, конечно, прекрасна, можно со всех сторон рисовать, и будет разная картинка. Красивая. Если у вас есть возможность заказать или сфотографировать. Вот сейчас смотрю, вот этот у меня завален, то есть, соответственно, мне надо его сделать больше. И вот этот хочется сразу больше сделать. Центральный, верхний. Вот этот. Как у вас там? Успеваете? Мне надо будет встать, посмотреть еще сверху на то, что я нарисовала, потому что у меня сейчас в ракурсе, я понимаю, что я могу сейчас накосячить.
правый бочок увеличиваю вниз. То есть у меня уравновешен здесь низ, а здесь верх. Вот этот надо поднять. Нам надо сделать так, чтобы у нас никакая из частей розы не перевешивала в сторону. Немного округлю. Все, у меня тут полно стружек. Сейчас я посмотрю ваши комментарии, я уж сейчас дорисую. Ножка у нас идет от середины, то есть где-то здесь она у нас будет. Вот так ножка. Ножка не хиленькая у розы, не узенькая совсем. Она должна ее поддерживать. И зеленушки вот эти торчащие. Чашечкой поднимаемся. Смотрите, мы нарисовали, просто можно нарисовать вот такой, как серп, загнутый наверх. И поднимаясь, вернее спускаясь по левому краю, опускаем его до конца. Вот у нас такой вот вывернутый немножко листик. С левой стороны то же самое. У кого уровень начальный в рисовании, лучше рисовать, чтобы эти листики не заходили на розу, вам будет сложно их обходить потом в рисовании. Сделайте их в сторонку. И с левой стороны там где-то идет. У него еще такие усики, зубчики тут тоже. Ну что, я готова читать комментарии, заодно посмотрю сейчас на свою розу сверху. Я все-таки уберу вот этот вот край, слишком он высокий, мне кажется, получился. Пока вы меня догоняете. Все-таки хочется, чтобы вот это было пиком высоты. Карандашом важно все хорошо нарисовать, потому что уже в процессе регулировать будет сложно.
какой-то хочется, хвостик мне торчащий зеленый. Мы будем с вами работать фрагментарно, заливая каждый отдельный лепесток и работая с каждым лепестком в отдельности, с каждым лепестком и заворотом. То есть, когда мы с вами будем заливать сейчас чистой водой, то мы доходим до края карандаша, который нарисован. На зелень, на заворотики не заходим, стараемся следить. Соответственно, чтобы они дальше не сливались между собой, нам надо будет работать в шахматном порядке. И мы сейчас будем идти по очереди. Да? Следите, не торопитесь. Лучше мы что-то с вами не дорисуем, чем поспешим и испортим. Так. Краски. К сожалению, нет возможности у меня тут, чтобы краски было видно, и розочку сильно было видно. Я могу, конечно, розу сдвинуть, вам тогда совсем ее будет не видно. Я буду смешивать так и озвучивать, что я делаю. Все-таки вот этот высоко, вот прям мне не нравится. Смотрю на записи, хотя вот в реальности они одной высоты, а на рисунке мне прям вообще никак. У розочки такая горочка должна быть, такая красивая, у меня как-то получилось. И вы тоже сейчас перед тем, как заливать цветом, проследите, чтобы не было лишнего карандаша, потому что он потом может не оттереться и где-то сильно вылазить. Все, надо остановиться. Итак, я начну, давайте с какого-нибудь небольшого начнем лепестка, чтобы было не страшно. У нас вариантов не очень много. Можно начать с вот этого. Он у нас в тени. Какие у нас цвета? У нас розовый какой-нибудь. Какой есть у вас? Если совсем нет розового, можно взять кармин. У кого кармин? Будьте аккуратны в плане смешения, потому что на встрече желтого, мы сейчас возьмем с вами желтенького немножко, на встрече желтого и кармина, может быть, где-то полезет коричневый. Это не обязательно, но такое вдруг случиться может. Поэтому делайте упор не на желтый, а на карминовый цвет. Какой у меня план? Я сейчас вам расскажу, чтобы было не страшно, потому что мы по воде работаем. Этот лепесток мы сейчас с вами зальем водой, снизу добавим немножко желтого цвета, потому что у розы такая идет подсветка немножко желто-зеленая снизу. В тени сразу мы с вами пустим, ну, помимо, конечно, основного розового цвета, и потом по розовому в тени мы с вами пустим розово-фиолетовый цвет, который смешаем из розового и синего. Я думаю, понятно. Давайте, можете сначала посмотреть, а потом уже делать. Поехали. Я заливаю этот лепесток без подворотов. На зеленушку не захожу. У меня прям потоп. Особенно если у вас бумага не хлопок, вам надо работать так активно, пока она не высохла. Она сохнет быстрее хлопка. Я очень внимательно наклоните голову, посмотрите, где блестит, где не блестит.
четверка, ну можно четверку, но четверка может быть тонковата. У меня вот тут какая-то советская, ну наша отечественная, тут вообще десятка. А перла у меня тоже десятка. Пони, ну с пони еще сложнее, чем с белкой. И у пони кончик обычно не острый. Следите за количеством воды на ней. Итак, желтый цвет. Развожу его на палитре, потому что он может сразу бухнуть сильно цвет. И прям чуть-чуть я его добавляю вниз и растягиваю по краю, по правому. Надеюсь, у вас есть под рукой тряпочка или салфетка, что-то такое, чтобы, если что, промакивать. Вот, чуть-чуть залила. Теперь розовый, тоже розовый развожу. Щетина ни в коем случае. Вот что точно не надо, это щетину. И все остальное мягенько я закрашиваю розовым цветом, чистым. Прозрачно делаем, акварельно. По воде. Все должно мягко потечь. Вот у меня тряпочка, и я, смотрите, как метелочкой прохожу, и эти два цвета между собой растаскиваю. Розового должно быть больше, желтого почти, вот он, смотрите, он почти прячется, только в краешке остается. Здесь у нас более светлая часть, вот этот изгиб. Аккуратно все подкрашиваю. И теперь розовый я смешиваю с синим. У меня ультрамарин. Получается яркий такой фиолетовый. Если слишком, вот он для меня он слишком, я его немножко оранжевым приглушу, что прям совсем будет. И этим цветом я подползаю вот в этот краешек по воде. У меня влажный лист. Если высох, оставьте его, пусть досохнет. И сверху это сделать. Еще раз смочьте все. Дальше эту тень я также, как метелочкой, растираю уже в эту сторону, потому что рельеф, да, такой рисунок есть у розы специфический, он идет по направлению к прожилкам. И я ее растягиваю. Край сюда можно добавить еще насыщенности. То есть самое насыщенное темное место будет здесь. И каплю подчеркиваю вот этот нижний край. Очень мне, конечно, неудобно, что мне нельзя руку положить.
Сейчас мы эту технику будем переносить, давайте вот на этот лепесток. Здесь у нас больше пространства, и работать надо будет, соответственно, быстрее. Поехали. Заливаю. Вот это все можно делать без желтого цвета. Можно просто делать розовым. И теперь нам с вами надо будет отконтролировать, чтобы насыщенность цвета слева была примерно такая же, как и справа. Я пройду еще разок, потому что у меня под лампой очень сильно сохнет быстро. Так, теперь у меня потопчик. Здравствуйте, очень здорово рассказываете, большое спасибо. По возможности сохраните эфир. Да, я сохраню. Мне очень приятно. Спасибо. Желтым цветом также я залезаю сюда в серединку, снизу в серединку, где центральная прожилка у лепестка. Ну так, шуршу немножко кисточкой, разгоняю. Розовый цвет у меня уже разведен на палитре, и аккуратно розовым цветом заливаю весь лепесточек. Даже если вы как мозаику зальете это все просто цветом, без всякой цветотени, просто аккуратненько закрасите каждый отдельный фрагмент, у вас уже будет акварельная роза. Если вы новичок, не делайте каких-то глобальных подвигов. Постарайтесь просто аккуратно закрасить по моей технологии. Просто по водичке аккуратно залили, и уже это у вас акварельная роза. Вот смотрите, я сейчас не закрываю желтую прожилку, я к ней мягко подбираюсь. Дальше я метелочкой, да, метелочка это у меня чистая сухая кисть, я разгоняю краску, чтобы она равномерно легла на лепестке. Тут я уже косячу, конечно. И добавляю насыщенности розовой. Следим, чтобы он не высох. Нам еще с ним работать. Розовый цвет у меня сюда, посильней. Пока не могу на комментарии отвлекаться, пока у меня влажная бумага. Мне надо тут очень внимательно за ней смотреть. И так уже повылезала за края.
рука не кладется и все на весу. И теперь тень, которая была синий, розовый, фиолетовый. Ой, синий, розовый, оранжевый. Оранжевый у меня кадмий оранжевый. Вниз. Нижняя часть. Здесь под загибом у меня получится фиолетовая роза. Так, здесь какая-то тень у нее. Сейчас пока просто я делаю пятна и буду их растирать метелочкой здесь по краешку. И теперь, да, как я вот уже это делала, метелочкой подгоняю. И вот как здесь мы делали с вами похожий рисунок на розе, я его подгоняю к центральной прожилке. Прожилка идет вот тут. Сейчас, если бы было время в прямом эфире немножко как ботаникой позаниматься, то тут, конечно, это все надо наращивать слоями. Вот этот рельеф цвета и прожилок. Очень красиво можно сделать. Ну, у нас такой упрощенный немножко вариант. И смотрите, я сейчас промыла кисть, насухо-принасухо ее протерла и сделала из нее вот такую вот плоскую штуку, плоскую кисточку. И я протираю центральную прожилку, линию. Остренько. Можно от нее сделать тоже еще такие красивенькие. Левая часть у нас скругленная, и прожилки, если она у вас слева, она будет повторять вот этот круглый бачок. Наша задача сейчас все лепестки залить цветом, потом самые стойкие будут со мной. Ну, давайте сделаем вот эту вот верхушечку, вот эту. Сразу скажу, не надо ее сильно вырисовывать, она у нас дальше, выше, не в центре нашей композиции, поэтому с ней мы долго не играем, просто зальем водичкой, сверху дадим цвет и чуть-чуть тени, все. Заливаю водой. У нас с вами сейчас через пару минут прервемся, я сохраню эфир. Залила водой, сверху розовенький. Сюда к серединке я даже, наверное, добавлять ничего не буду пока. Метелочкой оттаскиваю. Мне надо так сделать, чтобы верхушка была потемнее, низ был посветлее. Теперь беру свой цвет тени. Можно просто взять поплотнее розовый, если у вас действительно получается слишком фиолетовая роза. Чуть-чуть в край. Выравниваю острым кончиком.
меня был рыхлый. И сухой кисточкой я прорисую здесь розовый рельефчик на пока влажной бумаге еще. И прорисовывается. Теряется. Сейчас мы его еще розовым. Складочки. Заливаем самый левый лепесток водой, розовой краской и сухой кистью протираем середину вдоль лепестка. Переход вот этого изгиба светлой части в насыщенную розовую должен быть мягкий, то есть мы должны это так аккуратненько туда-сюда поделать. Потому что на всех бумагах по-разному протирается. И сюда внутрь надо добавить тень. Вот у меня уже есть подозрение, что бумага высохла. Нет, еще не совсем. Здесь тоже чуть темнее. Аккуратно метелочкой сравниваю этот переход. И вот как мы делали с вами здесь центральную прожилку, я сделаю, протру прожилки. Они у нас вот таким образом закручены. Это не обязательно делать. Но мне придется вернуться к этому лепестку, потому что он высох уже. Уже не могу с ним работать. Придется его доделывать чуть позже. И тут не хватило тона, и по краю не хватило тона. Ну, ничего страшного это. Так бывает. Если у вас еще влажно, вот у меня высохло, то добавьте еще в краешек немного цвета, и вот здесь должна быть прям темная насыщенность вот в этом месте, чтобы показать, что это у нас глубина. Он у меня сейчас как редиска. Я продолжаю, чтобы не терять время. Вот этот центральный, он будет сделан также с желтеньким. Желтый пойдет отсюда и перейдет вот в эту часть. Середина лепестка будет вот тут. Вот как бы центральная прожилка, она здесь идет. Заливаю водой. Если у вас вода грязная, обязательно поменяйте ее. Вода. Много воды. И желтый. Дальше розовый.
одновременно отодвину краски. Центральная прожилка здесь идет, не закрашиваю ее. Протираю прожилочку, остальное все метелочкой подкрашиваю. В этом месте под сгибом у нас активные тени. Так. Тут тоже могут быть рельефные прожилки от центральной. Я их очень отчетливо вижу. Добавляю тени, не хватает мне. В верхушечку и сюда. Аккуратно метелочкой это все растягиваю. И все, у меня уже бумага схватилась, подсохла, надо останавливаться. Вот этот отворот, он похож на левый, просто будет розовый. Если он у вас соединяется с этим лепестком, то пока не делайте его или отступите миллиметр, чтобы они не слились. Так, по поводу ленинградской акварели расскажу, что я ей рисовала лет много, очень. Только ей. И она чудесная и прекрасная, хорошо себя ведет. Смотрите на цветостойкость и состав красок. Это более важно, если мы говорим про Ленинград или Белые ночи. Да, они как бы считаются у нас профессиональной серией. Очень многие, не только российские художники рисуют этими красками. Отлично себя зарекомендовали. Если у вас краски в тюбиках их, то вот я выдавливаю. Также вот у меня Невская палитра, вот они же. Кадмий оранжевый, ультрамарин был у меня их. Кармин у меня только их, я его использую. Вот он у меня. Поэтому, если они у вас есть, прекрасно пользуйтесь. После высыхания ими не только можно ими пользоваться, но и нужно. Форма, то есть та часть, которая ближе к нам, должна быть светлее всего. И вот здесь, в этом месте, тут есть какая-то такая зеленушечка. Я сейчас попробую туда залезть каким-нибудь
коричневым, не знаю, что из этого выйдет. Вот такой вот краешек, у меня это сиена жженая, такой сделаю немножко коричневый краешек, ржавый. Так, дальше едем вот этот отворот, то мы так и в 2 часа не уложимся. Тут еще много работы. Залила. Вот я на него смотрю. Тоже цилиндрическая форма. Розовеньким. Я его сейчас быстро вжих-вжих по воде. Чисто розовый. Стираем серединку сухой кисточкой чистой. Вдоль. Про кисти я не рассказала. Сейчас доделаю вот это и расскажу. К сожалению, финальная часть утеряна, поэтому здесь я добавила инструкцию.